Здравствуйте, в эфире программа «Территория гласности», и сегодня у нас в студии Кирилл Рогов, политический обозреватель и сотрудник Института экономики переходного периода, и Евгений Гонтмахер, экономист. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос о процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Какие у вас были ощущения от этого процесса до того, как вы на нем побывали, и какие теперь? Ну, я в основном слежу за процессом по, значит, сайту пресс-центра, где все время вывешиваются выступления Михаила Борисовича, которые вот он давал показания в течение ряда дней. И я просто их читаю с интересом, не пропускаю там ни одной серии, потому что это интересно. Это вот, как я писал в какой-то своей колонке, что это вот звучит так, как должен выглядеть суд. Там это выступает Михаил Ходорковский. Это вот та аргументация, та понятийная система, та система аргументации, которая вот должна звучать в суде, и которая в российском суде звучит очень редко. Но вот в данном случае она звучит из уст обвиняемого, который защищает себя сам. Евгений Шлемович, ваше ощущение? Ну, у меня ощущение, конечно, полного непрофессионализма, конечно, того, что делает обвинение. Очень интересно, когда на большом экране они показывают страницы за страницей вот этого обвинительного заключения, желтым выделены отдельные самые пункты, по которым Ходорковский просто разбирает это все дословно. И вот этот непрофессионализм того, что сделало вот обвинение, вот эта группа, он настолько вопиющий, настолько очевиден. И меня поражает вот этот очень низкий, я повторю, непрофессионализма прокуратуры. И с другой стороны, действительно, вот, чем сказал Кирилл, Михаил Борисович совершенно блестяще, абсолютно профессионально занимается вот этим, к сожалению, делом. Так как он профессионально занимался в свое время бизнесом, у него была действительно лучшая нефтяная компания страны, вообще, наверное, лучшая компания по менеджменту страны со всеми передовыми технологиями, с информационными технологиями, безбумажный документооборот, на самом деле, а то, о чем сейчас только говорят. А у него это было. Вот так же профессионально он занимается собственной защитой. С точки зрения экономики, с точки зрения политических шагов власти, как бы вы охарактеризовали это положение? И каким образом процесс, как в той стадии, в которой он сейчас находится, влияет на эти процессы? С точки зрения политической, это такой процесс заложничества, насколько я это понимаю. Но обратным образом в заложниках оказывается и общество, и как бы его, и наша судебная система, наши политические процессы, потому что наличие такого процесса, оно отсекает огромное количество там возможностей в траекториях развития, отсекает сразу. И остается только вот линейка. Точно так же работает этот процесс. Вот там никакие разговоры о каком-то там реформировании судебной системы, они бессмысленны, да, когда у нас вот тут такое происходит. Пока точка невозврата еще не пройдена, то есть может что-то изменить. Если это будет обвинительный приговор, не дай бог, то тогда все надежды, которые еще остались, они, может быть, небольшие, на то, что страна может куда-то выкарабкаться из этого порочного круга, в котором мы все находимся вот уже там столетия, может быть, даже, то эти все надежды рухнут. Если приговор будет, допустим, оправдательный или каким-то образом процесс будет закончен без последствий для обвиняемых, то тогда, может быть, это будет какой-то знак, что какой-то шанс есть. То есть в этом смысле мы точку невозврата еще, конечно, не прошли, судя по темпам, который идет процесс. Так вот, мы как раз с этим попадаем в начало нового политического цикла. Это 11-й год выборов Думы, главное, это 12-й год выбора президента. И я повторяю, это событие в любом случае станет определяющим, может быть, даже для будущих судеб нашей страны. В этом смысле не Михаил Борисович и Платон Леонидович заложники системы, а система заложник их. Вот мне кажется так. Так распорядилась судьба. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы все-таки она распорядилась правильно. Многих наших экспертов, которые приходят на эту программу, мы так или иначе спрашиваем об одном и том же, а именно прогноз на 2012 год. Ну, все мы видим, что уже сейчас есть признаки стартовавшей предвыборной гонки, и уже есть информация, что и Дмитрий Медведев будет в ней участвовать, и Владимир Путин. Вот хочу задать такой же вопрос и вам, а возможен какой-то еще третий вариант? Я думаю, что там сейчас идут очень, видимо, интенсивные переговоры, выяснение отношений, поиск какого-то компромисса, потому что понятно, что кто-то должен уйти. Кто-то должен уйти.
Я думаю, что как раз вот фактор Ходорковского в этом имеет очень большое значение. Потому что не секрет, что, конечно, первый процесс и вообще вся эта афера, связанная с арестом Михаила Борисовича и Платона Леонидовича, все началось в 2003 году, когда президентом был Владимир Владимирович Путин. Он дал на это санкцию в той или иной форме. И, конечно же, вот это, видимо, имеет очень большое значение. И для всех. И для Путина, и для Медведева, и, в общем, для всего нашего общества. И, по-моему, пока решение никакого не принято. Кирилл, как вы полагаете? Мне представляется, что ситуация сложнее, потому что, как мне опять-таки представляется, с точки зрения вот каких-то экономической динамики, мы входим в такую стагнацию, которая, возможно, будет довольно длительной. И, в принципе, ресурсы вот той политической системы, которая была создана, они не очень значительные. Вот на самом деле ощущение у нашей руководящей элиты заключается в том, что надвигается что-то, что от них не зависит. Вот почему они так все нервничают. Но меняется в целом международная конъюнктура. Вообще. Не двигается абсолютно инвестиционный процесс. Не идут никуда инвестиции. Это даже дает официальные данные. Вот эти все микроскопические темпы после пересчета сезонности там, промышленного роста ВВП, они все абсолютно ни о чем не говорят. Понимаете? И просто мне кажется, что у них сейчас чувство такое, что они потеряли контроль, они уже не могут, они уже не понимают, что им делать. Когда цены на нефть были высокие, были деньги, был стабфонд, можно было туда деньги, сюда. Вот. Какова сейчас роль оппозиции, ее состояние? И если мы будем рассматривать это в перспективе к 2012 году, может что-то там возникнуть или нет? Ну, мне кажется, что здесь есть большая проблема с оппозицией. Действительно, у нас сейчас немножко такое выжженное поле. Как-то эти все процессы, они были прерваны. Россия потеряла инвестиции. Потому что даже вот тот якобы инвестиционный приток, который шел вот в благополучные так называемые нефтяные годы, это же был куда приток? В основном на фондовые рынки, где можно было получить прибыль достаточно быстро. Там, в течение месяцев, ну, может быть, 1-2 лет. Но Россия, это было понятно еще в 90-е годы, и тогда она же нуждалась, и сейчас она нуждается, действительно, если даже в узком смысле, в технологическом обновлении. Это инвестиции длинные. Это люди даже вкладываются на 5-10 лет, потом только они получают какую-то прибыль. То есть все эти годы, длинные годы, должны иметь гарантии, что и с тобой ничего не будет, и с твоим бизнесом ничего не будет, и так далее. А дело Ходорковского в 2003 году, оно это резко оборвало. И ведь, кстати говоря, те вложения, инвестиции, которые были у нас в России, в основном вот в эти финансовые пузыри, это же были наши же деньги, российские, которые выводились в офшоры, потом возвращались сюда, чтобы получить вот эту быструю прибыль. В результате мы сейчас, оглянувшись, вот кризис для этого, он создал очень хорошую ситуацию, когда можно оглянуться, что же мы получили? Мы получили отставшую полностью вообще экономику, с точки зрения даже технологической. Когда у нас там 70% износа вообще технологической базы. Понимаете? И это все благодаря, к сожалению, вот этому делу Ходорковского. Потому что такое 2003 год? Вспомним. До этого все-таки первые годы, там 2000-е, 2001, даже второй год, как-то правительство, ну и Путин как президент, они пытались проводить, во всяком случае, были намерения, какую-то более-менее либеральную экономическую политику. Надежды, да, были? Ну, была программа ГРЭФа. Вот, что бы там они ни говорили, но она в целом носила достаточно позитивный, ну, по крайней мере, экономический характер. Вот. Была достаточно открытая позиция по отношению к Западу. И потом вот это дело оказалось абсолютно поворотным. Ну, еще потом пошел целый ряд других дел, мы же помним с вами. Там про Мечел, про Гуцериева. Там, Магнитский, Чичваркин. Магнитский, это уже сейчас, вот совсем недавно. Россия в этом смысле потеряла шанс на технологическую, на экономическую модернизацию. Я бы даже вот так сказал.